Привет, друзья! Брэндон Ли родился 1 февраля 1965 года. Он стал первым ребенком в семье известного китайского актера Брюса Ли. Детство Брэндона проходило преимущественно в Гонконге. Там он изучал кантонский диалект и начал заниматься боевыми искусствами. С самых ранних лет его отец огромную часть воспитания сына положил на обучение его мастерству кунг-фу. Он стремился передать Брэндону как можно больше своих умений, которые для него были не просто спортом или способом защиты, а целой жизненной философией. Несмотря на всемирную известность, звездный статус его отца доставлял Брэндону больше сложностей, чем счастья. Начиналось все с того, что на уроки в школу ему приходилось ездить в сопровождении охранников, потому что его семья боялась, что сына могут похитить или причинить вред. Затем, уже после смерти отца, Брэндона стали воспринимать как сына великого мастера, нежели самодостаточного человека и личность. Когда Брэндон стал трудным подростком, поведение которого вынуждало его учителей не один раз поднимать вопрос об отчислении актера из Академии военных искусств. Несмотря на свою замкнутость и некоторую агрессивность, которая часто заставляла людей его сторониться, Брэндон рос начитанным и увлекающимся молодым человеком. Ему нравилась музыка, он прекрасно умел играть на гитаре и даже сам писал песни. После военной школы поступил в частный университет в Бостоне. Там он начал обучение на актерском факультете. Когда Брэндон сыграл в нескольких театральных постановках в Нью-Йорке, он решил попробовать наконец покорить Голливуд. Его первой ролью в кино стал второстепенный персонаж в приключенческом боевике «Преступный киллер». В 1985 году он снялся в еще одном боевике режиссера Ричарда Лэнга, который вышел на телевидении. Однако ожидания актера были жестоко обмануты. Оба фильма стали для него неудачными. Потерпев поражение в схватке с Голливудом, Брэндон вернулся в Китай. Там он не отказался от цели стать хорошим актером и продолжил сниматься в кино. Именно в Китае он впервые получил роль главного героя в фильме «Подставленный». Во время съемок картины актер не щадил себя, почти не спал и много времени проводил в бесконечных тренировках и репетициях. Несмотря на его старания, картина, хоть и понравилась множеству критиков и хорошо была принята зрителями, вышла только на экранах Китая. Переполняемый решимостью, Брэндон решает взять реванш и снова отправляется в Голливуд. И вот он получает роль в фантастическом боевике «Операция Лазер», которая, если и не сделала его знаменитым, то заставила обратить на себя внимание. После выхода картины он снимается сразу в двух громких фильмах. Это «Разборка в маленьком Токио» и «Беглый огонь». На съемках последнего Брэндон познакомился со своей невестой, которой так и не суждено было стать его женой. В 1993 году актер начал работу над фильмом «Ворон». 31 марта на площадке, где снимался фильм, произошел несчастный случай. Актер получил пулевое ранение в живот из пистолета, который должен был стрелять холостыми. В отделении скорой помощи, куда доставили актера, врачи долго боролись за жизнь Брэндона, но, к сожалению, так и не смогли его спасти. После нелепой гибели ходило много слухов об обстоятельствах его смерти, а создатели фильма решили закончить фильм, переписав сценарий и прибегнув к помощи компьютерных технологий. Кинолента, посвященная памяти актера, вышла в свет в 1994 году. На данный момент прошло 28 лет со смерти Брэндона. Фанаты со всего мира помнят его фильмы, а для многих он так и остался вороном. Приносим свои соболезнования семье актера. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.